Железная дорога. Кажется, один из самых популярных видов транспорта для путешествий в России. История железных дорог в России начинается с 1830 года, когда император Николай I заинтересовался данным видом путешествий. Уже в 1837 году в России появилась первая дорога для общего пользования – Санкт-Петербург-Царское Село. Сейчас же на железных дорогах России в год перевозится свыше 1 миллиарда пассажиров, включая городские электрички, железные детские дороги и прочее. В 2019 году железные дороги были в 80 из 85 регионов России. Ну и самая известная – Транссибирская железнодорожная магистраль, Транссиб, или историческое название Великий Сибирский путь между Москвой и Владивостоком, более 8 тысяч километров дороги. Давайте посмотрим, как используют железные дороги в Москве. Жители и гости столицы ежедневно приезжают в Москву из других регионов по железной дороге. В Москве 10 действующих железнодорожных вокзалов. Все вокзалы в Москве – это станции-тупики, то есть с них начинается путь и на них заканчивается. На вокзалах есть несколько направлений для дальнего следования и пригородного следования. На дальнем следовании это поездка в города, которые находятся далеко от Москвы, поезда дальнего следования. Пригородного направления это электрички по Подмосковью, пригородные электропоезда. На всех вокзалах есть пересадка на станции московского метро. В большинстве случаев сразу на несколько линий метро. Вагоны в поездах делятся на несколько типов, в зависимости от количества мест и уровня комфорта. В пригородных электричках все вагоны будут сидячими, но есть обычные электрички, а есть фирменные, скоростные, экспресс. В последних обычно более комфортные сидячие места и есть кондиционер. В поездах дальнего следования большое разнообразие вагонов. Сидячие, напоминает салон самолета или междугороднего автобуса, но здесь значительно больше места. Плацкартные или плацкарт – это самый популярный тип вагона из-за невысокой цены билетов. 2 верхних, 2 нижних и 2 боковых места. Между купе нет дверей, все они соединены общим коридором. Общие – это тот же плацкарт, только с 3 сидячими местами на нижних полках. Купейные или купе – места изолированы друг от друга и закрываются на замок. Такие маленькие комнаты на 4 человека. Вагоны люкс или СВ – спальный вагон. Люкс комфортнее купейного вагона, так как в нем нет верхних полок. Мягкие – это 3-4-звездочный номер на 1 или 2 человек. Есть душ, кондиционер, телевизор, мягкий диван и кресло. А еще обычно в каждом вагоне есть титан с кипятком, радио, туалеты и купе проводника, человека, который отвечает за вагон и пассажиров в вагоне. В России есть несколько туристических поездов. Например, Русскеальский экспресс отправляет вас в путешествие не только в пространстве, но и во времени, из 21 века в 19. Или «Жемчужина Кавказа» – круиз на 7 дней, который позволит вам побывать сразу в нескольких регионах Кавказа и юга России. Дагестан, Чечню, Адыгею, Кабардино-Балкарию и Ставропольский край. Конечно, российский железнодорожный транспорт
подойдет не всем путешественникам. Но один раз прокатиться на электричке или в поезде дальнего следования, находясь в России, все же необходимо.